Как понять, что рядом с тобой психопат? Это важный вопрос. Представьте себе такую ситуацию, что вы находитесь в отношениях с человеком, про которого вы думаете, что он психопат. Или это, скажем, какой-то ваш начальник, знакомый, сотрудник, кто угодно. Вы понимаете, что общение с этим человеком, оно вас разрушает. Вы берете литературу какую-нибудь, идете в интернет и начинаете читать, что это может быть ситуация, и думаете, возможно, этот человек психопат. И первая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это то, что все вот эти вот определения и критерии человека-психопата, они такие очень обобщенные и часто противоречивые. Предположим, он обаятельный и харизматичный, но он же антисоциальный. Как это так? Или, скажем, он должен быть, скорее всего, каким-то иметь криминальные наклонности, но при этом он может заниматься творчеством и быть социально успешным. Опять же, как это натянуть на конкретного человека? Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и эксперт по отношениям. И сегодня мы с вами разбираемся с основными вот такими вот критериями психопата, как их правильно трактовать и как определить, что рядом с тобой находится психопат. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, можете этим видео поделиться в своих социальных сетях, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, и мы начинаем. И первое, о чем все говорят, это что психопаты, они привлекательны, обаятельны, обворожительны и харизматичны. Они умеют хорошо говорить, соответственно, располагают к себе. То есть это люди, которые вроде бы как очень так вот выглядят хорошо. И с чем это связано? Связано это с тем, что у психопата отсутствует эмпатия. Дело в том, что вообще личность психопата формируется по типу формирования архетипа хищника, когда маленький ребенок в ходе своего взросления учится воспринимать всех людей вокруг себя как либо жертву, то есть источник выгоды, либо агрессора, то есть источник угрозы. Психопат не воспринимает окружающих людей с точки зрения получения взаимной выгоды. То есть мы, грубо говоря, эмпаты, стараемся чувствовать других людей для того, чтобы получать взаимную выгоду. Я получаю выгоду для себя от того, что общаюсь с тобой. Например, мне становится как-то легче, я могу поговорить, рассказать о своих проблемах, я получаю от тебя какие-то советы. И я чувствую, что я полезен тебе, потому что для нас важно чувствовать себя социально полезным. Мы тогда повышаем свой какой-то социальный вес. То есть я тебе помогаю, я тебя выслушиваю, я что-то делаю для тебя. Психопату это не необходимо, потому что от жертвы он и так получит все, что ему нужно, либо грубым способом, либо путем манипуляции и контроля, а источник опасности, источник угрозы, что с ним сочувствовать, что с ним делиться вообще своими какими-то эмоциями. Его нужно держать на расстоянии и следить, чтобы он, так сказать, эту угрозу тебе не приносил. Соответственно, когда мы начинаем общаться с новым человеком, мы очень сильно сопереживаем, мы начинаем сомневаться в том, как мы выглядим, мы сомневаемся в том, опасен он или безопасен. У нас есть много сомнений, которые заставляют нас быть вначале, знаете, такими смущенно комканными, вот это вот какая-то неловкость общая, повышенная тревога. То есть вначале мы, как правило, себя стараемся показать с лучшей стороны, но показываем себя с какой-то, так сказать, не самой естественной стороны. Психопат же, он чувствует себя максимально стабильно, и для него любое новое общение – это общение, которое выбрал он, потому что он не общается с тем, с кем ему невыгодно общаться. И он уверенно, красиво разговаривает с человеком, с которым он решил начать общаться. Психопаты постоянно врут, и врут по поводу всего, по поводу просто каких-то мелочей. Предположим, он находится дома, ты ему звонишь, спрашиваешь, ты где находишься? Он говорит, да я сейчас в городе, но сейчас уже собираюсь уходить. То есть он старается врать всегда, потому что таким образом он отдаляет от себя людей, он таким образом разрушает социальные связи. То есть если я созваниваюсь с каким-то своим другом и спрашиваю, где он находится, он говорит, что я нахожусь в центре. Я говорю, я тоже в центре, мы с ним встречаемся, пьем кофе, мы оказываемся друг другу взаимополезными, и у нас закрепляется опыт по поводу друг друга, что мы открыты, ясны, прозрачны и понятны. Психопат, он старается вот этим постоянным враньем как будто бы держать всех людей на расстоянии, и у окружающих возникает такое вот ощущение, что этот человек какой-то мутный, он такой неясный, непонятный. Вот он постоянно где-то вот он находится в каких-то своих делах, в каких-то своих процессах. То есть человек неясен, непонятен, и если вы находитесь рядом с психопатом, вы даже если не можете поймать его на постоянной такой мелкой лжи, у вас есть постоянное чувство, что он какой-то не до конца понятный для вас, он неясный, у него как будто бы есть какие-то другие дела, о которых он вам не говорит. Психопаты не уважают других людей, у них нет чувства какого-то, знаете, вот такого признания авторитетов, и, соответственно, если даже говорить о работе, он легко может пойти к директору, договариваться с ним о чем-то через голову своего непосредственного начальника. То есть они не признают вот эту всю субординацию и иерархию. Почему так происходит? Для нас вот эти вот взаимоотношения социальные важны, потому что таким образом, опять же, мы стараемся получать взаимную выгоду. Мы стараемся сделать что-то, что для нас важно, через взаимодействие с обществом. То есть если я себя зарекомендовал как надежный сотрудник,
то значит я буду, скорее всего, если это какая-то фирма, где нету токсических отношений, получать какие-то определенные бонусы. Если я себя зарекомендовал как надежный друг, то, соответственно, я имею возможность получить себе такого же надежного друга. Психопат, он живет в мире, где есть он один единственный. Причем он один единственный, в отличие от нарцисса, который нестабилен, он стабилен. Я стабилен, мне никто не нужен, есть жертвы и есть источники опасности. И, соответственно, здесь вот вопросы какой-то субординации, иерархии, это вопросы не мои. Это эти жертвы там собрались все в какую-то иерархию. Это у этих источников опасности там есть какие-то там взаимные уважения или еще какие-то чинопреклонения. Меня это не касается. Я один, и я просто прямо решаю свои вопросы. Есть я, есть моя задача, и на пути к моей задаче находятся какие-то люди. Эти люди могут быть либо в статусе жертвы, либо в статусе хищника. Психопат легко впадает в ярость, а потом легко отходит. Это вот то, что называется психиатрия эксплозивность или взрывчатость. Почему так происходит? Дело в том, что мы стараемся вот гнев и ярость, проявление гнева и ярости оставлять вот на последний случай, как крайний аргумент. То есть мы стараемся изначально договариваться, мы стараемся как-то найти какое-то, опять же, взаимопонимание. Даже если у нас с человеком есть прямой конфликт, мы стараемся этот конфликт сначала разрешить, ну так сказать, по-мирному, по-хорошему. А почему мы так поступаем? Потому что мы надеемся с этим человеком сохранить отношения, потому что мы надеемся, что с этим человеком мы потом еще раз встретимся, и знаете, как не плюй в колодец. Нам надо будет с ним договариваться, и, возможно, в следующий раз у нас уже не будет конфликта, и нам будет проще что-то вместе сделать, как-то договориться. А для психопата он легко впадает в ярость, потому что этот инструмент наиболее эффективный. Зачем устраивать все эти разговоры и переговоры, если я не надеюсь потом взаимодействовать с тобой. Я и сейчас с тобой не собираюсь как-то взаимодействовать, знаете, на основах какого-то взаимопонимания, взаимопомощи и какого-то кооперации. Я сейчас, если мне нужно что-то получить, я сейчас использую наиболее действенный, наиболее яркий, наиболее разрушительный тип реакции. Я реагирую, веду себя через ярость. Через ярость я могу либо быстро, так сказать, подавить жертву, либо быстро отогнать источник опасности. Как только цель достигнута, психопат, вот эта вот отходчивость, тут же успокаивается, он уже никакой не яростный, не гневливый. Почему? Потому что он достиг своей цели. А у нас, у людей с развитой эмпатией, если мы вдруг нас довели до гнева, до ярости, то мы потом долго не можем успокоиться, потому что нас начинает подпирать стыд и вина, что мы вот так вот излишне ярко как-то себя вели. Плюс, понимаете, опять же, поскольку мы долго удерживаем ярость и гнев, когда он все-таки у нас уже прорывается вот в поведение, то потом нам очень сложно его обратно как-то вот запихать обратно. У психопата ярость или гнев — это как такой, знаете, выстрел с пояса. Вот у ковбоя. Такой ковбой с каменным лицом достал пистолет, выстрелил и тут же сунул его в кобуру. То есть вот эта отходчивость связана с тем, что он не имеет никаких зазрений совести, никакого стыда, никакого вины по поводу такого своего поведения он не испытывает. У психопата нет потребностей в близости. То есть психопат — это одиночка. Поэтому и все свои отношения, которые он строит, это отношения, которые нестабильны, и они уж точно не длительные. У психопата нет таких вот настоящих друзей. Психопат с родственниками общается как-то минимально и формально. Что касаемо отношений, вначале отношения психопата — это отношения, где ему важно получить секс. Как-то вот, как пока он молодой, ему интересно как-то с этим вот поэкспериментировать. Эти отношения многочисленные, но краткосрочные. В какой-то период он может, предположим, если это мужчина, иметь женщину, знаете, как вот у бандита должна быть большая черная машина и должна быть какая-то такая яркая вот любовница. Потому что у других бандитов тоже есть машины и любовницы. Вот он может находиться в отношениях с женщиной, которые такие очень поверхностные и преследуют определенные утилитарные цели. Психопат может время от времени вступать в какие-то интрижки, но дело в том, что, понимаете, мы, когда имеем потребность в близости, и мы сближаемся с другим человеком, с нашим партнером, чем больше мы его узнаем, тем мы больше, кроме всего прочего, узнаем о нем каких-то вот вещей, которые нас разочаровывают. Мы узнаем о другом человеке те вещи, которые мы не хотели бы о нем знать. Но мы с этим всем миримся, потому что мы вместе с ним формируем вот эти вот привязанные отношения, мы получаем вот это вот удовлетворение своей потребности в близости с этим человеком, и это все как бы извиняет, все искупает. Все его вот эти вот изолированные недостатки не имеют значения по сравнению с тем, что мы вместе с ним строим что-то общее. У психопата никакой близости, никакой привязанности вообще об этом речи нет. Соответственно, как только он сближается с каким-то человеком, предположим, психопат-мужчина сблизился с какой-то женщиной, какое-то время они побыли в отношениях, накапливается его знание о ее каких-то недостатках. Предположим, она начинает чего-то там требовать, там, дальнейших каких-то развития отношений, она
скажем, оказывается, вот какие-то интересы его не разделяет, что-то вот она не удовлетворяет каким-то его требованиям. Что он делает? Просто меняет женщину. Для психопата ведь действительно оно так как бы и выгодно, если с его точки зрения посмотреть. Потому что если мы вычеркиваем вот эту вот близость и привязанность, то получается, что все люди, они в принципе взаимозаменяемы. То есть эта женщина, вот она перестала быть неинтересной, потому что, предположим, она больше мной не очарована. А вот есть много других женщин, которых я легко могу очаровать, и они мне как бы более приоритетны. Тогда просто нужно ее поменять, как знаете, как вот мы меняем там фильтры или, как я не знаю, как мешки в пылесосе мы меняем. Просто эта женщина, она уже, ну, эти отношения уже закончились, здесь больше как бы искать нечего. А есть очень много других женщин, с которыми я еще могу только завести вот такие вот короткие отношения. У меня на канале есть видео о психопатах, и я всегда говорю, что основная сложность с тем, чтобы определить, что рядом с тобой психопат, это нужно понять, что мы подразумеваем под словом психопатия. Потому что психопатия — это устаревший психиатрический термин, это одна психопатия. Это в психоанализе говорят о психопатах, это другая психопатия. Мы, в принципе, вот в быту говорим такой журналистский термин психопатия, что человек ведет себя как психопат. Это третья психопатия. И, собственно, здесь очень важно сфокусироваться на себе. Если вы оказались в отношениях, которые являются разрушительными с каким-то другим человеком, вам нужно не столько стараться его диагностировать, потому что вообще смысл любого диагностики в том, чтобы другого человека вылечить. Вы же хотите помочь человеку, который вас разрушает? Нет. Вам нужно понять, что происходит в ваших отношениях на межличностном уровне, и вам надо понять, сфокусироваться на себе, что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя, что вы можете сделать, чтобы в этих отношениях, если их нужно продлевать, быть как можно более эффективной, как можно более компенсированной. Ну и можно еще проанализировать, как вы в эти отношения попали. Как так получается, что вы, скажем, очень часто оказываетесь в отношениях рядом с такими вот нарушенными людьми. Поэтому помним, что психопатия — это тема интересная, интересуемся ей, удовлетворяем свою какую-то вот жажду в познании. Вообще психопаты, они люди такие вот экстраординарные, поэтому интересные. Но вы гораздо более интересны. Вы должны быть для себя намного более интересны, чем какие-то любые психопаты. Если вам эта тема видео понравилась, ставьте лайк, можете поделиться этим видео в своих соцсетях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы по поводу того, как определить психопата. Вы можете написать свои рекомендации, как вы определяете психопатов в своем кругу. Возможно, у вас был какой-то пример. Вот по таким-то критериям вы как бы задумались об этом, а потом оказалось, что вы были правы, потому что вот он так-то себя показал, так-то раскрылся. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписались, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.